поселке Вановара в Ивенкии уже много лет живет ставший легендарным промысловик Виктор Черний. Он приехал в Сибирь более 3 десятилетий назад с целью заработать охотой денег на машину. Пока зарабатывал заветный рубь, так прикипел к тайге и охоте, что уже не смог уехать. Участок у Виктора не маленький, около 100 тысяч гектаров. Да и у соседей не меньше. У многих тут свои пенаты исчисляются сотнями тысяч гектаров непроходимой и неизведанной тайги. Промысловая охота — это ведь не только ловля зверей и стрельба птиц. Это целый комплекс умений, навыков и знаний, позволяющий человеку не только примитивно выживать в тайге, но и эффективно в ней работать. Надо уметь и избушку подправить, а если потребуется, и новую срубить, и сеть связать, и ружьишко подремонтировать, и хлеб испечь, и одежду сшить. В сегодняшнем выпуске мы покажем, кто же такие промысловые охотники, как они живут, что делают в сезон и чем заняты в другое время года, что говорят сами о своих похождениях и чем отличаются от охотников-любителей. А если вы досмотрите это видео до конца, узнаете, каким невероятным способом надымские промысловики используют памперсы. Поехали! Охота с древних времен была для человека не только увлечением, но и способом существования. Исторически сложились два вида охоты на зверя – любительская и промысловая. А значит, существуют и две категории охотников. Охотник-любитель не ставит перед собой цели настрелять как можно больше дичи. Промысловая охота – это добыча с целью предпринимательской деятельности в установленном порядке. Охотник-любитель выезжает на охоту всего на 3-5 дней. Местом его охотничьего пристанища может быть развесистое дерево, шалаш, палатка или даже специальная турбаза. Промысловик охотится долго, его сезон длится несколько месяцев, пока добытчик не выполнит обязательства по договору. Для того, чтобы заниматься промысловой охотой, необходимо получить разрешение и иметь соответствующие документы. Сезон такой охоты устанавливается на законодательном уровне, нарушать сроки нельзя, иначе промысловикам грозит ответственность. Сезоны, так же как и способы добычи, установлены правилами охоты. Все это описано в приказе Минприроды номер 477. За нарушение, согласно статье 8.37 Кодекса административных правонарушений, налагаются серьезные штрафы. Наибольшую ценность в промысловой охоте представляет пушнина соболя. Также добывают куницу, бобра, лису. Эти шкурки идут на экспорт. Основной заработок промыслового охотника составляет именно продажа меха и шкур. Один из таких людей, Михаил Мутовин, охотившийся на речке Ударонги, поделился подробностями жизни промысловика. Годовой цикл его занятости брал свой отсчет с конца мая. С этого времени он начинал заниматься заготовкой съестных припасов впрок. Несколько дней собирал черемшу, засаливая ее в берестяных туесах. После приступал к заготовке дров на зиму. Морозы держались сильными, иногда падая до 55 градусов ниже нуля. И топить печку приходилось ежедневно и подолгу. К концу июня большая вода в Ударонге спадала, и Кириллыч начинал свою первую охоту. Но не на зверя, а на ельцов. Для их ловли Кириллыч к мостику, перекинутому через Ударонгу, приспосабливал деревянную перегородку, а в ее середину вставлял большую конусообразную корзину, сплетенную из гибких прутьев ивы. За лето Кириллыч вылавливал и засаливал впрок ельцов несколько берестяных туесов, которых хватало на целый год. Середина августа для Кириллыча была особо хлопотным временем. Он срезал и сушил листья самосада, собирал в лесу белые грузди, бруснику и другие ягоды. А еще начинал объезжать места будущей охоты на пушного зверя. Охотничий промысловый сезон Кириллыч начинал в конце первой, начале второй половины октября и продолжал охотиться до конца декабря, если не было морозов. Вот как сам он рассказывает об этом. Порой охоту приходилось сворачивать уже к середине декабря. Такая свирепствовала стужа. К началу охотничьего сезона ночи выхолаживались. Иногда на тропах уже появлялась перенова, первый снежок. Белка уже была выходной, серой, да и соболь поблескивал серебром. На ноги надевал я всегда чепки. Они были короткими, до щиколоток, шились из лосевой кожи. Внутрь клалась стелька из сухой травы. На ногу наматывал по-солдатски теплую портянку и соединял ее внизу со штаниной, переплетая мягкой бечевкой.
Такая обувка при ходьбе была очень удобной, теплой и бесшумной. Дни охотничьего сезона самые важные для промысловика. Вставать нужно рано, еще затемно. Первым делом проверить еще раз оружие и всю экипировку. Потом плотно позавтракать. Умелый добытчик за день может преодолеть огромные расстояния, по 15-20 километров по глухой, занесенной снегом тайге. Хорошим результатом считается добыть за световой день 10-15 белок. Но тут мера у каждого своя. Хотя есть и некая математика. На каждый дневной отстрел белок 1 соболь. Тогда день считается удачным. Дней через 10 после начала охотничьего сезона промысловики выходят добывать крупную дичь. Например, медведя и лося. Как-то неподалеку от Ударонги, уже занесенной снегом, в глухом осиннике Кириллыч выследил сразу 3 сахатых: большого матерого вожака и 2 молодых. Собака по кличке Полкан отсекла путь последнему лосю и загнала его к отвесной стене обрыва Косогора. Там зверь оказался в тупике. Кириллыч же с близкого расстояния первым же выстрелом в лопатку уложил загнанную добычу, а остальным 2 дал уйти. Ведь в отличие от охотника-любителя, промысловику нужно не просто добыть зверя, но и разделать тушу, а после увезти мясо в лабаз и подготовить к сдаче. У многих промысловиков с Ямала в паспорте нет конкретного адреса. В штампе о регистрации значится «Тундра», Надымский район. Все потому, что их угодья тянутся на сотни километров. Сейчас там, где нет дорог, основным транспортом стали снегоходы. Зимой они тянутся в тайгу от деревень на сотни километров. При таких расстояниях каждый охотник должен не просто быть уверенным в своем буране, но и уметь в случае необходимости отремонтировать его в любых погодно-климатических условиях. А еще при длительных переездах у промысловиков чаще всего обмораживаются не руки, а лица. Встречный поток морозного воздуха в сочетании с влажным дыханием человека довольно быстро выжигает кожу на лице. У охотников Нижней Тунгуски по этому поводу есть полушутливая байка. Чтобы избежать этих неприятностей, они повязывают на лицо детские памперсы. Влага, выдыхаемая человеком, отлично ими впитывается, оставляя лицо сухим и защищенным от ветра. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. На прощание напишите в комментариях, какие истории из жизни промысловиков показались вам самыми интересными. А может быть, вы и сами бывали на охоте и у вас есть свои истории? Поделитесь ими под этим видео, а еще не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы будем очень признательны вам за лайки под этим видео. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!